Я приветствую вас всех, мои дорогие зрители, кто зашел на мой канал Натальи Соболевой «Израиль». У нас прекрасная погода, голубое небо, для вас звучит музыка, а это значит, в Израиль пришла весна. И это замечательно, что праздник Святого Валентина приходит на первые дни весны в Израиле. Природа и погода как бы улыбаются вам всем, а вечером предвещает встречу и свидание. Я читаю поздравления ваши и отвечаю вам: с праздником, мои дорогие, с праздником, с Днем Святого Валентина, с Днем Любви! 14 февраля – это очень древний праздник. Упоминание о нем встречается еще в истории Древнего Рима. В этот день язычники почитали покровительницу брака, богиню Юнону. Я расскажу, как отмечали праздник в Древнем Риме. В праздник девушки писали свои имена на пергаменте и смешивали листки бумаги в общей корзинке. Парни по очереди тащили записки, выбирая таким образом себе спутницу на предстоящий год. В 496 году Папа Римский объявил 14 февраля Днем Святого Валентина. Существует много легенд, рассказывающих о подвигах того, чьим именем назван праздник. А пика популярности День влюбленных достиг в XVIII веке. Тогда молодые люди и начали дарить друг другу красивые самодельные открытки в форме сердечек. В открытках писали признания в любви и стихи. Сейчас романтический праздник отмечают во многих странах и в Израиле. Влюбленные с нетерпением его ждут, чтобы признаться друг другу в своих чувствах. Более того, сообщить о переполняющих чувствах виновнику пожара в своем сердце можно без единого слова. Достаточно подарить ему маленькое бумажное сердечко. День Святого Валентина – это любимый праздник людей всех возрастов. Его обожают те, кто уже встретил свою половинку, и ждут, чтобы попросить о любви люди, которым еще не улыбнулось сердечное счастье. Откуда появился праздник, я расскажу более подробно исторические факты о Древнем Риме. Чтобы повысить рождаемость, древние римляне придумали необычный эротический фестиваль – Луперкалии. На следующий день, 15 февраля, самые красивые юноши обнаженными бегали по городу и хлестали ремнями встречных женщин. Римские красавицы не противились ритуалу, а охотно подставляли парням свое тело, скинув предварительно одежду. Подобные праздники были приняты и у других языческих народов. В средние века обычай выбирать себе на год подружку проявился в Англии. Молодые люди, подобно древним римлянам, вытаскивали из урны записки с именами дам. Между совпавшими парами возникали отношения. Они становились друг для друга Валентином и Валентиной. По одной легенде, Валентин был узником, попал в тюрьму за исцеление больных с помощью неведомой силы. Люди не забывали своего спасителя и несли ему записки. Однажды записка попала в руки охранника, который, поверив в способности юноши, попросил его исцелить свою слепую дочь. Лекарь, который, кстати, был хорош с собой, согласился и вылечил девушку от недуга. Увидев белый свет и красивого парня, юная особа тут же влюбилась в своего спасителя. Эта история имеет печальный финал. 14 февраля влюбленный юноша был казнен. Зная о том, что ему осталось жить совсем недолго,
Он написал своей влюбленной и всем близким людям записки с признаниями. Отсюда и зародилась традиция дарить друг другу валентинки. По другой красивой, но тоже печальной легенде, Валентин был римским священником, служившим в III веке нашей эры. Хорошо известно, что в те времена существовал запрет на женитьбу солдат. Создавать семьи воинам запретил Юлий Клавдий II, считавший, что жены мешают мужчинам спокойно воевать и защищать родину. Священник Валентин, вопреки строгим запретам, продолжал венчать влюбленных солдат, за что и был приговорен к смертельной казни. Находясь в тюрьме, юный священник безумно влюбился в прелестную дочь надзирателя. Девушка тоже ответила ему взаимностью, но о том, что парень неравнодушен к ней, она узнала только после его смерти. В ночь на 14 февраля влюбленный Валентин написал даме своего сердца красивое признание в сердечных чувствах, а утром смертный приговор был приведен в исполнение. В древние времена влюбленные признавались в горячих чувствах словами, песнями и танцами. И только в XV веке юноши и девушки дарили друг другу любовные записки. Одна из таких валентинок до сих пор хранится в Британском музее. Это красивое любовное признание герцога Орлеанского обожаемой супруге, написанное в тюрьме. Пик популярности валентинок приходится на XVIII век. Тогда валентинки дарили друг другу вместо цветов и подарков. Особой любовью самодельные цветные открытки пользовались в Англии. Их подписывали стихами, прокалывали иголками, чтобы получить кружева, и окрашивали с помощью трафаретов и чернил. Даже рядом с современными открытками, выпущенными типографией, старинные сердечки выглядят шикарно. Во многих странах День Святого Валентина давно вышел за рамки древних обычаев и утратил католический оттенок. Своим праздником его считают все, в чьем сердце живет любовь. Во Франции принято дарить влюбленным драгоценные украшения, а американцы по традиции преподносят своим влюбленным марципан. Японцы подслащивают жизнь своих половинок шоколадными фигурками, а женщины одаривают рыцарей своего сердца ценными подарками. Британские девушки рано утром выглядывают в окошко в ожидании своего суженого. Считается, что первый прохожий и есть тот, кому суждено стать судьбой. Но это не самые удивительные обычаи страны. 14 февраля британцы посылают нежные любовные послания не только всем родственникам и знакомым, но и своим обожаемым домашним животным. Интересно, что в Саудовской Аравии 14 февраля находится под строгим запретом. На каждого, кто посмеет вспомнить об этом празднике, накладывается штраф. В России и в Израиле о Дне влюбленных узнали в начале 90-х. Он быстро полюбился молодежи и сразу стал самым светским праздником. Сейчас его отмечают люди всех поколений. Это замечательный повод подарить подарок и признаться в любви дорогому человеку. Поцелуев, обнимашек, наслаждения до мурашек, о любви взаимной, чистой, словно солнышко лучистой, самых сладких вечеров, бесконечных нежных слов, удовольствия лавину. С Днем Святого Валентина! Не верьте в совершенство, а верьте в идеальные моменты. Маленькие удовольствия создают великие моменты. Счастье – это не цель, это состояние души. Ваше тело – это храм,
вашего духа. Будьте собой. Это идеальный способ быть уникальным. Лучший способ поднять себе настроение – подбодрить кого-то другого. Самые большие удовольствия – это те, которые вы создаете для себя. А это наши подарки к празднику Святого Валентина. Продукция «Лалин» производится в Израиле 6 основными производителями, которые придерживаются самых высоких стандартов производства. А вот что такое парабены и есть ли они в продуктах «Лалин»? Парабены – это консерванты, содержащиеся во многих дезодорантах, а также в мыле, кремах и других средствах по уходу за кожей. Важно отметить, что парабены в качестве консервантов присутствуют почти в каждом косметическом продукте, включая большинство натуральных продуктов. Эти вещества обладают хорошей способностью убивать бактерии и поэтому используются в любом продукте, содержащем масла или воду, чтобы предотвратить рост бактерий и разрушение продукта. Все имеющиеся на рынке кремы, содержащие воду, должны также содержать консерванты для предотвращения загрязнения. Эта косметика отличается тем, что в последние годы сеть «Лалин» предложила много усилий для улучшения рецептуры продуктов таким образом, чтобы они содержали минимум вредных веществ. Первое, что они сделали, удалили красители из этих кремов. Все продукты для тела в этой сети были протестированы и одобрены Министерством здравоохранения Израиля и имеют строгие косметические лицензии. Кроме того, продукты также прошли строгие испытания в рамках японских и европейских норм. Пока продукт закрыт и хранится в условиях, указанных на упаковке, срок годности продукта будет не менее 2,5 лет. С момента открытия продукта срок годности определяется маркировкой на банке. Это уникальные крема по уходу за лицом, основанные на самых передовых формулах, которые сочетают в себе высококачественные и передовые ингредиенты, чистые натуральные масла, увлажняющие питательные элементы, антиоксиданты, солнцезащитные фильтры и витамины, которые необходимы для ухода за кожей. Все продукты серии не содержат таких веществ, как парабены, минеральное масло, ланолин, сульфаты, компоненты, которые вызывают акне, прыщи. Некоторые средства серии содержат уникальный комплекс под названием пантуитин, который является 100% натуральным и интенсивно увлажняет кожу. Солнечное излучение считается основной причиной повреждения кожи и раннего старения. Длительное воздействие солнца ускоряет старение кожи и вызывает преждевременное появление морщин, складок, пятен и веснушек. Поэтому и важно использовать увлажняющие средства, содержащие солнцезащитные фильтры. Нам повезло, подарили крема, которые содержат солнцезащитные фильтры, дневной крем и увлажняющий лосьон. Интересная расческа имеет даже форму эмблемы этой серии – «Лалин». Свеча в коробочке имеет запахи потрясающие – ванилин. Сама марка очень распространена в Израиле. В каждом городе есть минимум один филиал данной сети. У «Лалине» есть разные средства по уходу за телом, а также есть крема для детей и для мужчин. Это отличные подарки ко Дню Святого Валентина. Я поздравляю вас всех с прошедшим праздником Святого Валентина. Я очень прошу вас, оставайтесь на моем канале и не забудьте поставить лайк этому видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получить новое сообщение о новой интересной загадке. Я не прощаюсь с вами. До новых встреч!